Большой привет! Сегодня я предлагаю приготовить очень вкусный ужин или обед из кабачков буквально за 20-25 минут. Я беру кабачок весом приблизительно 400-450 граммов и натираю его на терке, на крупной терке. К кабачкам добавляю половину чайной ложки соли с горкой, все перемешиваю и оставляю их на 5-7 минут, чтобы они пустили сок. Для начинки я нарезаю один небольшой помидор, нарезаю вот просто такими кружками. Также колечками нарезаю колбасу. Вместо колбасы можно взять ветчину, мясо или, допустим, фарш. Но если вы берете мясо или фарш, то они уже должны быть готовыми. И также в начинку я возьму половину небольшой луковицы и нарежу ее вот такими вот тонкими полукольцами. На терке я натираю 80 грамм сыра. Колбасы у меня здесь 80 грамм, но в принципе можно взять чуть меньше, а также взять и чуть меньше сыра. Теперь при помощи сита я отжимаю лишнюю жидкость из кабачков. Это можно сделать и руками. Посмотрите, сколько здесь сока. В чистую миску отправляем кабачки, 1 яйцо, 1 столовую ложку сметаны. Также я немного посолю. По желанию вы можете добавить сюда еще любую зелень, в том числе и зеленый лук, но я намеренно делаю тесто максимально нейтральным, чтобы оно не оттягивало на себя внимание, а весь вкус был в начинке. Добавляю муку, замешивая достаточно густое тесто, как густая сметана. Я добавила 3 столовых ложки уже, и сейчас буду смотреть по консистенции теста, может добавлю еще немного. Я добавила в тесто 4 столовых ложки с горкой муки, но вы можете добавить чуть больше или чуть меньше, все зависит от сочности самих кабачков. Наливаю небольшое количество растительного масла, распределяю его по сковородке, и сейчас будем обжаривать наше кабачковое тесто. Равномерно распределяю по всей сковородке. Вот такой получается большой кабачковый блин. Накрываю крышкой и буду жарить 10 минут до румяной корочки с одной стороны. Теперь в начинку я измельчу небольшую веточку базилика и 1 зубчик чеснока. Базилика я беру совсем немного, чтобы он не перебил вкусы других ингредиентов. Обжарилась у меня 10 минут на маленьком огне, и теперь мне нужно этот блин перевернуть. Вот посмотрите, какой он красивый. И отправляю его снова на сковородку. Можно выложить начинку и продолжать приготовление на сковородке, что я сейчас и сделаю, а можно это все продолжить в духовке. Выкладываю сюда чеснок с базиликом, сверху половину сыра и выкладываю остальную начинку. Помидоры можно сверху немного присолить. Лучок совсем немного. И теперь колбаска пошла. Сверху снова посыпаю сыром. И вот теперь можно накрыть крышкой и готовить до того момента, пока расплавится сыр. А можно все это отправить в духовку. Вот смотрите, сюда добавляем буквально 1 столовую ложку воды. Хорошенько накрываем крышкой и ждем. И оно очень быстро расплавится из-за пара, который будет создаваться внутри. И вот смотрите, оно достаточно быстро расплавилось, и что у нас получилась такая красота. А также можно отправить ее буквально на 5 минут под гриль в духовку, чтобы она аппетитно зарумянилась. И вот посмотрите, какая красота. Все, и теперь смотрите, я разрежу. Она очень сочная за счет сочности самого теста и за счет сочности помидор. А теперь нужно просто очень срочно попробовать. Это очень вкусная вещь. Это, знаете, такая кабачковая запеканка а-ля пицца. Чесночок, он прекрасно сочетается с кабачками, с базиликом, с помидорами. И вообще вся эта начинка, это как бы начинка из пиццы, а тесто из кабачков. В результате это сочное блюдо, очень-очень вкусное. Даже те, кто не любит кабачки, будут в восторге от этого блюда. Поэтому я рекомендую приготовить. Это, знаете, летняя пицца из кабачков. Предлагаю приготовить обалденно вкусные кабачки. Здесь у меня 2 небольших кабачка. И я стараюсь нарезать их на тоненькие полоски. О, мои пальцы.
Эти обрезки нам не пригодятся, потому что с них сложно будет свернуть рулетик. Их можно пустить в фарш для котлет. Рецепт летних котлет с кабачками вы найдете здесь. Кабачки слегка подсолим и оставим на 10 минут, чтобы они пустили сок. На мелкой терке натираем 100 грамм сыра. Можно и на крупной натереть, потому что на мелкой у меня очень мягкий сыр, плохо натирается. Мелко нарезаю 1 зубчик чеснока. Можно просто пропустить через пресс или тоже натереть на мелкой терке, как вам удобнее. И мелко нарубим немножко укрошки. Это укроп и петрушка. В сыр добавляем 2 или 3 столовые ложки майонеза. Если вы не едите майонез, можно заменить сметаной. Сюда же добавляем зелень с чесноком и перемешиваем. Перемешиваем. Вот такая у нас уже получилась намазка. Здесь у меня 2 больших яйца. Взбиваю их вилочкой. Немножко муки. Яйцо можно слегка подсолить. Если вы любите, можно добавить любые специи по вашему вкусу. Так, взбили яйцо. Баклажан, соль, не баклажан, кабачок, забыла вам сказать, солим с обеих сторон. Теперь 10 минут прошло, он пустил сок, обваливаем его в муке, теперь в яйце, выкладываем и обжариваем до готовности с обеих сторон. Обжариваем на небольшом огне с одной стороны до румяности. Посмотрите, какие они красивые. Это очень вкусные баклажаны. Почему баклажаны? Кабачки в яичном кляре. Если вы еще не пробовали, то приготовьте. И смотрятся они тоже очень аппетитно. Кабачки у нас обжарены, начинка готова. И еще я хочу сделать для начинки нарезанный кубиками помидор. При помощи чайной ложки освобождаю помидор от сердцевины. То есть удаляю сердцевину и нарезаю мелким кубиком мякоть помидора. Если помидор среднего размера, то вполне хватит и одного. У меня просто помидоры маленькие. Берем кабачок, выкладываем на него немного начинки с этого более широкого края, немножко помидоров и сворачиваем в рулетик. Для надежности можно дополнительно зафиксировать зубочисткой. Так сворачиваем все полосочки кабачка. И сворачиваем снова. Чем тоньше у вас получится нарезать кабачок, тем лучше. Снова помидорка. И сворачиваем рулетик. Ну что ж, давайте пробовать. Это очень-очень-очень вкусно. Все ингредиенты хорошо между собой сочетаются. Кабачок получается вообще каким-то необычным благодаря вот этой обжарке в яичном кляре. Попробуйте, остренький чесночок, помидорчик, все между собой балансирует, создает завершенный вкус. И я хочу приготовить кабачковую икру самым простым и быстрым способом. Все овощи нарезаем достаточно крупно. У меня здесь 2 кабачка общим весом 650 грамм. Помидор тоже нарезаю крупно на четвертинки, удаляю место крепления плодоножки. У меня было 2 помидора. Теперь также нарезаю 1 морковку, ее вес 150 грамм. А помидоров 260. Теперь 1 луковица, ее вес тоже 150 грамм. Я нарезаю ее тоже вот так вот крупно. Как видите, пока все очень быстро и очень просто. Так будет и дальше. И 1 болгарский перец, его вес 260 грамм. Удаляем сердцевину. С болгарским перцем тоже ничего нового, нарезаем крупно. Берем рукав для запекания, фиксируем его с одной стороны. Все овощи забрасываем сюда в рукав.
Духовку уже разогреваем до 180 градусов. Сюда в рукав добавляем 2 столовые ложки растительного масла. Солим по вкусу, потом можно всегда досолить. И также можно добавить по вкусу черный молотый перец. Фиксируем рукав с другой стороны. Слегка все перемешиваем. Овощи выкладываем на противень, шов рукава вверх. На всякий случай делаю несколько проколов зубочисткой, чтобы рукав не лопнул. И отправляем в духовку уже прогретую до 180 градусов на 40-60 минут. Все зависит от размера кусочков. Они должны полностью у нас пропечься. У меня овощи выпекались целый час. И теперь разрезаем рукав аккуратно, не так как я. У нас все хорошенько запеклось. Здесь выделился сок, но мы его не будем пока сливать. Может, он нам понадобится в дальнейшем. Запеченные овощи перекладываем в емкость, где мы будем их перебивать блендером. Также можно воспользоваться мясорубкой и просто все это перемолоть на мясорубке. Стараемся, чтобы у нас поменьше сока попадало в миску, чтобы икра не была слишком жидкой. Этот сок мы всегда сможем добавить, а вот убавить не сможем. Теперь все измельчаем блендером или мясорубкой. Теперь попробуйте, и можно досолить по вкусу, что я сейчас и сделаю. При остывании икра станет еще гуще. Если она у вас получилась и так густой, то добавьте тот сок, который у нас остался после запекания овощей. А теперь давайте попробуем. Я очень люблю кабачковую икру, и это очень полезная, вкусная, абсолютно не жирная. Делается очень просто, вы же все видели, я надеюсь, что вам понравилось. Может, кто-то из вас уже так готовит, а кто не готовит, обязательно попробуйте. Я же с вами прощаюсь, до новых вкусных рецептов, всем пока!